Всем привет! Меня зовут Галина, и вы на канале Гола-Уралочка. Сегодня я вам покажу, как сшить лоскутное одеяло из несложных блоков с медальоном. В этом первом видео с медальона я и начну. Мне захотелось нарисовать несложный букет в стиле примитивизм, чтобы его легко можно было выполнить из ткани. Чем проще форма, тем легче можно будет работать с деталями. Сначала я сделала набросок. Затем наметила расположение рисунка на листе бумаги нужного размера 59 на 72 сантиметра. Почему именно такой размер, расскажу позже, сейчас это не важно. Уточнила и перерисовала контуры. Теперь нужно перенести все детали по отдельности на более плотную бумагу. Для этого я использую копирку. И заметьте, особо я не стараюсь. Главное передать форму и размер. Секрет прост. У всех деталей моего букета либо осевая, либо центральная симметрия, кроме стебельков и листьев, конечно. А значит, чтобы получилось аккуратно, достаточно согнуть бумагу пополам по центру детали и вырезать обе стороны одновременно. А для начертания кругов человечество изобрело циркуль, чем я и воспользуюсь. Я измерила окружность цветка и разделила на 9. По числу лепестков получилась ширина одного лепесточка. Как я уже говорила, сгибаю рисунок деталей пополам и вырезаю по контуру, немного корректируя там, где считаю необходимым. На глазок. Потом при раскрое я еще немного изменила форму некоторых элементов, например, листьев. Самое интересное и ответственное – подбор ткани. Я считаю, что красивый материал – это 90% успеха. Даже если сшито будет не идеально, все равно результат порадует. Большие детали я обвожу текстильным карандашом и выкраиваю с припуском 5-7 мм. По направлению к вогнутым линиям делаю надрезы и заутюживаю припуски на выкройку. Мелкие детали я не обвожу, а сразу вырезаю. И с припусками поступаю по-другому. Прокладываю ручную строчку близко к срезу и стягиваю нитку. Теперь можно утюжить. Так подготавливаю все округлые детали. Лист состоит из двух частей, которые я стачиваю на машине. Дальше, как с предыдущими деталями, оборачиваю припусками выкройку. Все детали готовы, кроме стебельков. Их я нарезаю под 45 градусов к долевой и, пользуясь приспособлением для изготовления косой бейки, изготавливаю 5 деталей.
И вот что у меня получилось. Теперь нужно соединить между собой детали каждого цветка, который состоит из нескольких элементов. Приметанные детали я пришиваю мелкими потайными стежками. Излишек припуска срезаю. И удаляю наметку. Ненужный слой ткани под пришитой деталью тоже вырезаю, оставлять лишнее ни к чему. У меня должно получиться однослойное, как бы единое полотнище. Для фона я выбрала медово-горчичную ткань в мелкий рисунок. К размерам эскиза прибавляю припуски на швы и на уработку. Раскладываю и прикалываю готовые детали, внося последние корректировки. Осталось пришить элементы букета к фону. Мелкими стежками через край, прихватывая примерно миллиметр. Вот так шов выглядит с изнанки. Припуск на уголке листочка нужно аккуратно заправить. Чем острее угол, тем труднее это сделать. Для лучшего результата можно срезать уголок припуска, не доходя до сгиба 2 мм. Чем удобно шитье вручную? Я не привязана к швейной машине и могу, как те, кто вяжет, устроиться за компьютером и одним глазом смотреть кино. Или взять работу с собой и поехать, например, к подруге за город. А то наше короткое лето пролетит и не заметишь. Если не за город, так хоть в дендрарий погулять. Как говаривал Киса Воробьянинов, сейчас такие дивные погоды стоят. Ну как тут дома усидишь? Перемещаюсь в парк, совмещаю полезное с приятным. На свежем воздухе совсем другое дело. Я чувствую себя буквально художником на пленэре. Тут тебе и травка, и пруд с утками, и солнца сколько хочешь. Так я шила и шила, стежок за стежком, а тем временем работа продвигалась и приближалась к завершению. Так или иначе, мой букет обрел свое законное место. Я удаляю наметку и вырезаю ткань фона под аппликацией. При
утюжки припусков на мелких деталях бумажную выкройку я не удаляла, а пришивала вместе с ней. Теперь бумагу можно вытащить. Аппликация готова. Осталось поутюжить с изнанки и подровнять края. Выкраиваю бордюр, который состоит из 3 разных тканей, а ширина боковых частей будет отличаться от ширины верха и низа. Открою карты. Одеяло будет состоять из квадратных блоков со стороной 24 см. Размеры медальона соответствуют 4 блокам в высоту и 3 в ширину. Таким образом, я заполнила красивым бордюром верх и низ медальона. Я пробовала рисовать эскиз в разных вариантах, в том числе более вытянутый с еще одним цветком сверху. Но в моем конкурсе победил этот рисунок. Пришиваю и утюжу все детали бордюра, подравниваю. И вуаля! Готовый медальон со сторонами 97,5 см на 73,5 см, из которых с каждой стороны 7 мм – это припуски на швы. В следующем видео я вам покажу, как шила одеяло и что у меня получилось. Продолжение следует.